Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем с вами подсказки карт. При этом, конечно, будем реалистами, поскольку любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы для себя получите. Потому что, когда мы смотрим общие расклады, все равно каждый из нас думает о чем-то своем. И личная жизнь – это, конечно, любовь, эмпатия, забота, чувственность. Но это еще и вопросы дома, денег, на злобу дня, да, наши достижения, что немаловажно, ваши планы, мои дорогие, и самореализация, и энергии 2025 года призывают нас привести в баланс все эти направления. Мудрость, гибкость, дипломатия – основные союзники в 2025 году. Внешние же обстоятельства, события, новости какие-то могут нас и удивлять, могут нас и разочаровывать, может быть, и ставить где-то в тупик. Поэтому будет очень важно сохранить центр своего благополучия или создать его для тех, у кого его еще не имеется. И сбалансировать именно в соответствие, привести наши желания с теми реальными возможностями, которые будут присутствовать в 2025 году. У нас сегодня две колоды, и обе об ангелах. Таро, поддержка, патронажи ангелов, и карты оракула. Это как ангелы сердца, так переводится. И мы спросим знаки судьбы, подсказки. Но на картах Таро первая карта, которую мы с вами достанем, это будет как общий фон на личную жизнь или общий фон ваших энергий, ваше настроение, мои дорогие скорпионы, как видят карты Таро. Что вас будет радовать, что вам будет помогать? Я бы сказала, что вам идет в руки. Как пространство Вселенная, какие будет давать возможности. Отношение партнера к вам. Достанем такую карту. Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? И возможные сюрпризы. И на колоде оракула мы достанем 4 карты. Если мы говорим знаки судьбы, значит, это уже какие-то энергии предполагаются, но и совет, он будет не лишним, как видят карты оракула, все эти направления. И первая у нас будет карта, что важно знать. Это в целом. Как квинтэссенция, если хотите. И далее. Энергии любви. Отдельная подсказка, знаки судьбы. Энергии дома, мои дорогие скорпионы. Знаки судьбы. И вопросы денег, энергии денег и ваши достижения. Что же касается вас самих. Я в последних своих видео уже говорила о том, что для вас 2025 год действительно должен быть балансом, когда вы можете на далекий промежуток времени, вот правда, на очень далекий, мои дорогие, такую стратегию, тактику себе заложить, построить вот это самое благополучие с большой буквы, когда долгие годы вы можете не суетиться, когда вы можете радоваться жизни. Я не просто вот это как слова привожу, а это когда ваше близкое окружение, когда ваш дом, ваша личная жизнь, оно в балансе. Когда вопросы денег, вашей работы, достижений в балансе тоже, что может быть лучше. И вот по этой карте десятка пентаклей или десятка земли, так называется в этой колоде, это как раз и перспективы, это где-то карта и традиций, и эта карта и искренности, и уверенности одновременно. Все то, что я, собственно, сказала. И это ваше настроение, это ваши энергии, но и одновременно год будет очень благоприятный для того, чтобы свое благополучие не просто отстроить, даже если я могу такое допустить, меня смотрят люди из разных стран, у кого-то сейчас патовая ситуация. Так вот, в 2025 году, помните, это год где-то всего иррационального. Мы переключаем наши энергии на то, что прежде или мы не видели, не замечали, или мы считали, что этого не может быть. Поэтому метаморфозы в жизни, они как раз нам будут помогать, а вам, видимо, особенно.
Давайте мы узнаем, что же вам идет в руки или что вам буквально радует вас. Любовь. Какой-то правильный выбор, безусловно, вы будете делать. В целом это карта отношений. Хоть мы говорим выбор, да, и в карте тоже прописан выбор, но первое все-таки отношения. Вот. И эмоции, мои дорогие, это на втором пункте стоит. Поэтому личная жизнь сама по себе. И обратите внимание, словно ангел благословляет пару. И я могу с уверенностью сказать, кто-то, если вы сейчас в сольном варианте, вы можете встретить своего партнера, познакомиться, будет точно такая возможность. Может быть, для кого-то это нужно сделать выбор. Все же мы все разные. У кого-то может быть и любовный треугольник. И, видимо, настанет время, когда вы будете однозначное решение принимать. Мои дорогие, даже в тех парах, которые уже сложились, семейные люди, здесь, значит, тоже могут быть, а семейная жизнь не бывает без каких-то нюансов. И даже если что-то вас разочаровывало или были какие-то затруднения по части взаимопонимания с партнером, здесь тоже все привести в баланс. Тут ведь основной посыл этой карты влюбленная. Мы в балансе. Сепарация только иллюзия, мои дорогие. И добрые эмоции, они вам и помогают. И просто разрешите им войти в вашу жизнь. Не будьте суровы слишком к самим себе, мои дорогие скорпионы. Вы к себе тоже суровы, я это знаю. Но и не будьте строги к людям. И, может быть, тогда вот этот замечательный баланс и принесет радость, счастье в вашу жизнь. Ну ладно, идем дальше. Отношение партнера к вам. Ну, прописано в этой карте буквально сияние. И тот человек, который знает, чем он занимается, компетентный буквально человек, королева мечей или королева воздуха. Но по этой карте проходит еще и интеллект, знания, какие-то верные решения, надежды на самого себя. Поэтому смотрите, для кого-то из вас эта карта будет говорить, что прежняя история завершилась. И она никогда уже больше не повторится. Для тех, кто человек семейный, мы все же спросили отношения партнера к вам, мои дорогие. И все то, что я говорила по карте, по аркану, точнее влюбленные, это старший аркан. Если вы вместе проживаете, и есть та составляющая, которая очень важна, которая откликается не только в вашей душе, но и в душе партнера. Есть то, что вас объединяет. Значит, в каком-то новом контексте отношения могут быть и должны продолжены. Давайте я достану дополнительные карты, не вполне понятно. Отношение партнера к вам. Ну да, вот карта именно в этой колоде говорит об ошибках. И здесь по-разному. Здесь могут быть и конфликты или конфликты, когда мы не договорились. И вот теперь мы понимаем, что мы тоже совершили ошибки. И партнер, может быть, также понимает, в чем-то он ошибся. Так вот, это знание собственных ошибок мы не перекладываем как на плечи ответственности кого-то. Или не говорим, это ты вот такой, или ты такая оказалась, нехорошая, может быть, ненадежная, или ты ничего не понимаешь, надо думать как-то по-другому совершенно. По этой карте мы ничего не доказываем. Мы просто, если мы видим бесперспективность каких-то отношений, тогда мы говорим, да, это я ошибался. Может быть, или я ошибалась. В том, что были надежды, какие-то ложные иллюзии, человек изменится, люди не меняются, это правда. Они меняются, но они все равно в какой-то своей конве развиваются, а не потому, что мы кому-то что-то сказали или мы пытаемся на это повлиять. Даже если получается влиять, в конечном итоге взрыв какой-то происходит или словно какая-то точка, мы ее достигаем невозврата, и все равно что-то заканчивается. Вот именно сила, она в балансе, мои дорогие. Поэтому сделать какие-то важные выводы по тому союзу, то, что у вас есть или был, это вот касается именно всех, у кого была предыдущая любовная история. Видимо, без этих выводов невозможно идти как-то дальше. Но карта еще и говорит, ты не драматизируй, Скорпион. Не нужно где-то... Вот нам девушка показана, она такая вот задумалась, и в то же время она хочет настоять где-то на своем. Какая-то партия не сложилась или пошла не так. И тем не менее, сепарация только иллюзия.
Помните это. Взаимодействие нам придется выстраивать. Может быть, это взаимодействие выстраивать достаточно сложно. У кого-то были отношения, или, может быть, на 2025 год, когда вам есть возможность, словно по тоненькой жердочке, по узкому фарватеру пройти какую-то историю нужно. Может быть, это для кого-то из вас будет означать завершение. Правда, тут неоднозначно. Не будет в прежних союзах какого-то единого знаменателя, и кто-то может окончательно завершать все отношения, расставляя по местам, к примеру, те даже вопросы, которые остались по части денег, имущества, по части, может быть, как мы будем взаимодействовать, остались здесь дети, мои дорогие. Вот все же действительно, у каждого здесь своя сложная какая-то, может быть, составляющая, где-то об этом нам описывают карты. И неважно, какой у вас возраст. Двойка Земли – это всегда какие-то прошлые отношения. И что нам говорят? Баланс придется держать. И где-то не относись слишком серьезно к жизни. Прописана конкретно игра. Конечно, эта карта может свидетельствовать о какой-то игре в отношениях, игре вашей или игре партнера. И вы понимаете, что все, игра закончилась, маски сняты или сброшены. Вот что-то я не буду продолжать. И значит, этот период может у вас совпасть с тем, что вам придется где-то и себя восстанавливать, и еще попутно решать те вопросы, которые остались за кадром с этим партнером. Все равно я могу сказать так. Даже для тех, у кого уже, вы точно знаете, не сложились прежние отношения или даже произошел развод, вам придется где-то контактировать по другим вопросам. И от вас потребуется тоже вот этот баланс, эквилибристика буквально. И, может быть, прежнюю игру вы заканчиваете. Игру можно в этой карте воспринимать еще и в положительном смысле. Если нам здесь сказали «не драматизируй», то здесь игра будет означать «слишком не воспринимай жестко, сурово, опять же, эту жизнь». Представь, что ты играешь, и тогда многие вопросы ты решишь намного проще и быстрее. Имеется игра быть легким на подъем, быть более легким в общении. И если, может быть, правда, отношения не сложились, не нужно что-то там анализировать или самокопанием заниматься. Ошибки приняли, оставили эту ситуацию себе как опыт и идем дальше. Вот здесь не застрять будет очень важно, потому что основная задача и для вас тоже словно блистать, сверкать, что-то по-новому построить. Давайте все же в тех отношениях, которые присутствуют. Но вы знаете, вот есть какой-то пункт невозврата, пятерка, извините, воды, она очень красноречиво нам прорисована на карте ситуация. Мы действительно можем застрять в одной точке и не видеть продолжения. Или мы можем упереться в какую-то одну ситуацию, которая была в нашей жизни, и нам кажется, что это что-то непоправимое. Именно тоже где-то драматизация какого-то события идет по пятерке воды. И даже если, я допускаю, действительно событие само по себе совсем не... Там нет никаких плюсов. Опять же, меня смотрят люди из разных стран. И что-то вы не можете уже изменить. Но, мои дорогие скорпионы, значит, все три карты нам будут говорить о том, что, да, может быть, как раз даже отношения прекратились, потому что человека нет. И я такое тоже могу допустить. И вот эти энергии, которые влияли на вас, может быть, это был прекрасный союз, это была взаимная любовь, и они будут на вас где-то еще влиять в 2025 году, и вам придется, вот как по этой тоненькой жердочке девочка идет по направлению к бабочке. Она просто идет, потому что, жизнь продолжается. Лодка как будто вдали уже ждет. Где-то предполагается новая совершенно история, новое какое-то жизненное путешествие. Но себя пока в этот период времени нужно будет еще приводить в баланс. Вот в баланс, наверное, это основа всего. И если мы говорим королева мечей, она как раз уже в балансе. Но она надеется сама на себя. Вы знаете, это может быть и по части партнера. Может быть, прежняя история, которая не сложилась, а теперь тогда человек уже где-то на вас тоже не надеется. Вот такое я могу предположить. Что же еще, как партнер относится к вам? Вы знаете, тут может быть союз, если вот правда отношения, они у вас есть на данный период времени.
то тогда с учетом вот этих всех карт трех, которые выпали, и в конце у вас выпадает карта силы, нечего добавить. Это союз двух сложных людей, непростых людей, которые достаточно сильные, это как две личности. И, может быть, вы, мои дорогие скорпионы, вы ведь тоже легких путей не ищете. Вам люди простые не очень-то импонируют. Вам с ними может быть или скучно, или, ну, как-то в уголок можно забиться и думать, ну, как-то все так серо, уныло. Именно потому, что перспективы вы с такими можете не видеть. Так вот, я могу сказать, что здесь придется соединить желание двух людей в одно какое-то направление. И баланс, мы с вами уже об этом говорили, как и на двойке Земли нам говорят, так и по карте сила. Это, с одной стороны, безусловно, мужество, но и обратите внимание, девушка гладит льва. И на этой карте, я надеюсь, видно, поднесу поближе, морда у льва такая довольно блаженная. Ему нравится, что его гладят. И он не отказывается от вот этой тактильной чувствительности со стороны вот этой девушки-волшебницы. А почему он не чувствует агрессии? И то, что я говорила, чтобы от вас не чувствовали, что вы вот именно давите где-то, мои дорогие скорпионы, своим видением процесса или своим видением решения того или иного вопроса, или своим видением, как будут продолжаться отношения. Здесь нужно, правда, держать какой-то баланс. Но карта силы – это как карта мага. Это где-то по вашей части, поэтому у вас все получится. И если партнер важен для вас, то тогда и отношения могут выстроиться в каком-то совершенно новом русле. Вы все равно будете счастливы. Хорошо, будет ли новое знакомство? Но вот эта карта называется карма, так буквально и прописано. Эта карта, безусловно, еще из закона. И поэтому здесь будет все равно влиять какая-то прежняя история. И если прежняя история у вас действительно закончилась, и когда не будет продолжения, может быть, даже это вы хотите, но не хочет партнер. Или уже точки все расставлены. Или хочет партнер, но не хотите вы. Поэтому, правда, в соответствии с вашей прежней жизнью или с прежней вашей личной какой-то историей, здесь будет выстраиваться совершенно другая. Здесь вам может прийти человек как по судьбе. Но эта карта еще причина и следствие. И поэтому вот этот баланс, вот эти все карты, которые мы с вами, мои дорогие скорпионы, рассматривали, могут говорить, что нужно привести, если правда еще все точки над «и» в прежних отношениях не расставлены, то пока ты не подведешь этот итог или не достигнешь какого-то понимания и баланса, новый человек, он словно уже на пороге. Но именно войти в твою жизнь он не может. Но, в принципе, на вас влияют еще такие энергии, когда вы должны сделать что-то по закону, по правилам. И вот этот закон кармы для вас работает в положительном смысле. Значит, завершить даже какие-то ляпсусы или завершить иные вопросы, может быть, связанные с финансами, кстати, может быть, с местом жительства, проживания. Вам нужно четко понимать концепцию, как будто прошлой жизни, что вы закрыли какие-то гештальты. И новое направление, которое вы тоже понимаете, я свободен, меня уже ничто не держит. Вот этот важный пункт, он будет напрямую зависеть на то, как вы встретите человека. Но человека можете встретить, потому что карма, что тут добавить? Я достану еще одну карту. Будет ли новое знакомство? Может быть, нам пояснят что-то? Да. Ну, нечего даже говорить. У кого-то будет новое знакомство и с человеком, который намного моложе вас. Это будут не только приятные эмоции, мои дорогие, но это еще и будет где-то интуиция. Человек будет в ваших энергиях. Он будет, может быть, отчасти такой же интуитивный, как и вы. Или это с этим человеком могут сложиться те отношения, когда мы понимаем друг друга без слов. Это может быть тот человек, который очень добрый. И к нему вот жестким быть нельзя тогда, мои дорогие скорпионы. Я эту тему уже говорила с первых практически карт. Вот эти энергии доброты по отношению к вам самим, они будут важны. Но и по отношению к любимому человеку они
будут важны также. Чувствительность, понимаете, вы можете встретить очень чувствительную натуру, которая, ну, буквально, может быть, видит даже что-то иррациональное. Вы умеете переключаться с чувств на какую-то холодную логику расчетливую. А вот этот человек, он такого не умеет. Поэтому где-то, если мы про интуицию, вы и будете чувствовать словно друг с другом на одной волне. Но он будет очень восприимчив. Он, кстати, может быть очень где-то податлив. Это может быть, я не побоюсь этого слова, потому что это могут быть такие отношения, мои дорогие скорпионы, когда даже человек будет зависеть от вас. Вот задайте себе этот вопрос, готовы ли вы к этому или нет. Вам, возможно, придется брать ответственность за такого человека. И если вы захотите продолжения ваших отношений, возможно, придется брать ответственность за семью. Хотя вы не боитесь ответственности, нет, но все же дистанция более такая продолжительная, когда мы начинаем какой-то новый союз, она заставляет нас задать себе откровенные вопросы. Но да, тут действительно по судьбе может быть совершенно другой человек, совсем не такой, который был прежде. Если мы спрашивали, к примеру, отношение партнера к вам, вам выпал сильный человек, королева мечей, та, которая знает как, та, которая рассчитывает сама на себя. А если про новые отношения у вас выпадает чувствительная натура? Делайте выводы, мои дорогие. Хорошо, что вам может помешать? Победа. Ну, прям так сказать, что вам может помешать. Когда вы только успокоитесь. Но победа будет. Победа, это может быть, знаете, как ваш успех. Все же жезлы, дела, работа, бизнес, деньги. Но и, значит, не успокоиться, вот, наверное, раньше времени, может быть, даже решив вопросы, допустим, по деньгам, по вашему бизнесу, по работе, вам нужно обязательно решить вопросы по личной жизни и не быть одному или одной. Или разобраться, может быть, в какой-то вашей личной истории. И наоборот. И если вы решили, опять же, расставили все по местам, или встретили, может быть, даже человека вот с такими теплыми взаимными чувствами. Не раствориться в партнере будет тоже важно, потому что по шестерке, опять же, жезлов проходит наша самодостаточность. Здесь, безусловно, проходит и самоконтроль, но это наши достижения. Вам нужно будет соединить и достижения, и личную жизнь в один какой-то красивый узор. И продолжать, мои дорогие. Вот это будет важно. Давайте спросим, что уже как возможные сюрпризы может прийти в вашу жизнь. Может сложиться ситуация любовного треугольника, может быть для кого-то прежняя история, да, с прежним партнером вы что-то разбираетесь, завершаете, и вдруг встречаете нового человека. Вот мы же о сюрпризах, такое может быть. И я не исключаю, конечно, и такие сюрпризы, когда у вас есть вопросы уже нам. Карта по королеве мечей воздуха нам обрисовали непростую ситуацию, как будто, по крайней мере, пусть это не для всех, но для кого-то, может быть, то может проиграться таким образом, что у вашего партнера какой-то новый человек появляется или уже появился. И, значит, тогда принять какую-то данность вам определенно стоит. Тогда чем быстрее, помните, чем быстрее вы какие-то итоги подведете, тем быстрее вам судьба как подарит другого человека, тем быстрее вы попросту будете счастливы и отстроите совершенно новую историю любви. Ведь это карта праздника. Понимаете? Но я начала в контексте именно любовного треугольника, и я понимаю прекрасно, что это далеко не для всех, но, видимо, с чем-то разбираться вам все равно придется, или какой-то выбор делать однозначно. Это будет как сюрприз, считайте. Может быть, это будет новое знакомство у кого-то в 2025 году, и такая может быть метаморфоза. Но, тем не менее, если мы говорим возможные сюрпризы и рассматриваем с положительной стороны праздник, мои дорогие скорпионы, он точно будет. Знаки судьбы. Давайте рассмотрим карты оракула, что они нам скажут. И первая карта. Что важно знать? Ах ты! Вы знаете, правда, тут какая-то очень счастливая история любви может состояться. Но карта нам говорит о том, что работать словно над отношениями придется.
Я уже где-то эту тему обрисовала. И я думаю, со мной многие согласятся, особенно те, кто в браке, в паре, что встречаются два разных человека, разного воспитания, с разными родителями. Мы видим этот мир в разной какой-то концепции, а нам нужно отстроить совместный союз. И от того, как мы будем или научимся смотреть в одном направлении, будет зависеть напрямую наше счастье. И здесь по этой карте буквально говорят, дай еще одну возможность твоим отношениям, потому что над отношениями как раз и нужно работать. И я могу такое допустить, с учетом карт, которые я доставала дополнительно, что вы как раз можете какой-то союз либо продолжить, либо даже если отношения продолжаются, то с большей дипломатией, в какой-то диалоговой форме они должны продлиться. Для кого-то из вас, мои дорогие скорпионы, даже если сейчас есть какой-то, как стена, может быть, глухого непонимания или недопонимания, работать все равно над отношениями придется. Вы можете еще что-то сохранить. А для тех, кто встретит нового человека, и я его обрисовала, что это может быть совершенно не такая персона, как вы. И да, с одной стороны, можно давить своим авторитетом, можно манипулировать. Ну, правда, мои дорогие скорпионы. А ведь, знаете, человек ведь это где-то будет чувствовать. Я бы сказала, не обидеть его, потому что он может быть чересчур чувствительный, повторяю. Поэтому и работать над отношениями вам все равно придется. Вот где-то примите это к сведению. Давайте узнаем энергия любви. Советы, подсказки карт или как знаки судьбы. Вы знаете, у кого-то встреча с новым человеком будет очень быстро. Если вы сейчас находитесь, ну, буквально один или одна, и, может быть, этот период уже затянулся, то для вас судьба может подарить такую встречу. Карта так и называется «Очень скоро». Но карта советует, четко решите, чего же вы хотите, чтобы это произошло буквально сейчас. Видимо, с чем-то разобраться, опять же, я много говорила, уже не повторяюсь. И разобраться, может быть, в первую очередь самим собой, какие вы хотите отношения, что вы видите. Определитесь, как далеко вы готовы зайти в отношениях, как, насколько, например, вы готовы обрисовать или поставить какие-то рамки, условия новым отношениям или человеку, или вы готовы просто открыться миру и построить что-то совершенно иное и с новым качеством. Но вот ваше собственное решение. И вы помните, вы маги и волшебники, мои дорогие скорпионы. И мысль материальна. То, что мы думали вчера, мы получаем сегодня. И то, что мы думаем сегодня, мы как аффирмация, визуализация получим завтра. Будьте внимательны к своим мыслям в целом, чтобы себе не наколдовать чего-то, ну, ненужного. Вот разобраться с самим собой как будто следует. Энергия дома. Давайте посмотрим. Но тут не про дом. Как ни странно, деньги и работа, опять же. Но тут имеется в виду уже конкретно работа, может быть, ваши достижения, может быть, ваш бизнес. И прямо сейчас, вот нам говорят, денежные вопросы являются важным фактором вашей личной жизни. Это может означать, что не приведены в баланс прежние еще какие-то отношения, и, может быть, по части, ну, когда вы союз не состоялся или состоялся, но уже завершился, и еще что-то по пунктам вы не разложили, не расставили по местам. Для кого-то это может быть напрямую вопросы бизнеса, когда вам нужно еще в 2024 или где-то, мои дорогие, я вам честно скажу, как это может проиграться по срокам, потому что на вас влияют энергии Урана. А Уран – это ваша экзальтация или ваша максимальная сила. Сила вашей харизмы, вашего характера. И Уран, он находится в знаке зодиака Телец и пробудет в ретро-движении буквально по 30 января. И он останется в Тельце, но перейдет в прямое. Это месяцы февраль-март. То есть, ну, это, понятно, в феврале перейдет, но первый, второй месяц могут быть кульминационными, когда могут быть важные решения, когда могут быть
изменены законы, кстати, когда может быть изменен миропорядок, и для вас, может быть, это тоже имеет какой-то смысл. Так вот, телец – это благополучие, поэтому вопросы денег, работы и где-то дома, они могут быть и взаимосвязаны. И если прежняя ситуация какая-то не решена, с заходом даже на 2025 год нам могут возвращать еще высшие силы на доработку, может быть, некоторые отношения, проекты или вопросы по заработкам, по деньгам, по работе. Вот январь месяц, он может быть таковым. Но уже февраль и март – это какой-то совершенно новый прорыв. Или пусть даже мы помним, что в Уране ваша экзальтация, это ваша сила, это ваша харизма. Вот тут, даже если камни с неба, для всего человечества, а для вас это выход на какой-то новый уровень. Помните об этом. Поэтому вы люди сильные, повторюсь, и это на самом деле так. Поэтому, если вы сталкиваетесь даже, для вас как может быть красная тряпка, для тельца или для быка, ну так условно говоря, как какое-то препятствие, но вы его тогда преодолеете, потому что это как раз вот тот ваш Уран, это место вашей силы на преодоление, завершение, опять же, чего-то, что не может быть продолжено, потому что Уран всегда освобождает от того, что не имеет никакого смысла. И для кого-то именно и дом, и вопросы работы, и денег. Вот эти три составляющие в одном как бы узоре. Вам нужно сплести этот узор очень красиво. И у вас получится, мои дорогие. Энергия денег сама по себе и ваши достижения. В этой колоде оракула удивительные есть карты. Как по описанию, так по как знаком судьбы, как по советам от этих карт. Они не похожи ни на другие оракулы, ничего подобного не встречала. Я вам просто озвучу, как это прописано. Приложить усилия, как будто вам нужно. Именно вопросы денег и ваши достижения. И конкретно для твоей великой любви стоит предпринять шаги, которые вам уже указаны. Имеется в виду вот все то, о чем мы с вами говорили в раскладе. Эта карта будет просто подтверждать то, что если нам, кстати, сказали очень быстро, да, энергия любви. И это когда вы определяетесь с чем-то, и быстрее эти события приходят в вашу жизнь. Или, может быть, быстрее мы смотрим на личную жизнь. Разберитесь с прежними отношениями, и новые быстрее начнутся. И эта карта подтверждает, опять же, эти энергии, скорость встречи нового человека или скорость решения, закрытия каких-то или баланса по вопросам деньги, работа и дом, тоже каким-то образом влияют на вашу жизнь. Быстрее вот эта великая любовь, истинная, искренняя любовь, любовь вашей жизни быстрее произошла, может быть, или вы встретили партнера, или мы договорились, мои дорогие, для тех, кто сейчас в паре, вам все равно нужно предпринять какие-то усилия, укрепить, может быть, даже ваши отношения и в чем-то разобраться, мои дорогие. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.